Сверхтонкий и легкий дизайн, сверхбольшой цветной HD-дисплей с диагональю 2,3 дюйма, более 100 профессиональных спортивных режимов, телефонные звонки по Bluetooth, более 100 стильных циферблатов, отличное время автономной работы до 15 суток на одном заряде аккумулятора, мониторинг частоты сердечных сокращений, SPO2 и стресса, водонепроницаемость по стандарту IP68, и обо всем этом, разумеется, я прочел в рекламе к смарт-часам под названием The Blaze GTS 3. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, как всегда, расскажу. Распаковка. Поставляется эта модель в упаковке, которую мы уже встречали в других моделях от этого производителя. Выглядит она неплохо, но упаковка обыкновенная. В комплекте мы имеем сами смарт-часы, ремешок, магнитное зарядное устройство с двумя пинами и краткое руководство пользователя. Вес смарт-часов вместе с ремешком 36,8 грамма, а габариты 38 на 47 на 12 мм. Ширина ремешка 22 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео подписывайтесь на канал с колоколом, перейдем же к обзору. Поставляются GTS 3 в черной, синей и розовой расцветке. Сразу хотел бы отметить, что данная модель схожа со смарт-часами Black Shark GT Neo. Но какие отличия этих двух моделей, я расскажу, разумеется, в ролике. И те тоже супер-мега-эконом. GTS 3 выглядит в целом хорошо, корпус выполнен из матового пластика, качество материалов неплохое, да и собраны они лучше, чем стоят. Плюс за то, что в отличие от GT Neo, у этой модели небольшие рамки у экрана, что можно сказать и про подбородок. Далее, смарт-часы при носке практически не ощущаются, как и во время сна. На мужской руке, как и на женской, смотрятся они хорошо, запястье во время тренировки сильно не потеет, да и ремешок не натирает. Сам ремешок силиконовый, быстросъемный, с классической пластиковой застежкой и стандартным креплением. Охват запястья от 130 до 235 мм. На корпусе смарт-часов расположили два контакта для зарядки, микрофоны, динамик и датчики мониторинга здоровья. А справа от торца расположили одну механическую кнопку с рельефной поверхностью. В стоке она выполняет функцию включения-выключения экрана и самого устройства. Переназначить команды возможности нет, за что отдельный минус. Летим дальше. Оснащены смарт-часы IPS-дисплеем на 2,3 дюйма с разрешением 240 на 296 пикселей и плотностью пикселей в 260 ppi. По яркости экран выдает 740 люксов. Яркости достаточно для использования, но запаса яркости нет. Также отмечу, что в GT Neo стоит экран, у которого максимальная яркость около 300 люксов. Система работает неплохо, сенсорный отклик, учитывая стоимость, хороший, часто проблем с ним не возникало. Анимации в системе практически нет, что неудивительно. Интерфейс доступен на русском языке с некорректным переводом и простым шрифтом. Различных вспомогательных функций, автоматической регулировки яркости и так далее в этой модели нет. Автовыключение экрана можно настроить максимум до 30 секунд. При поднятии запястья экран загорается в целом всегда, но часто по мне неуместно. Далее с главного экрана по свайпам сверху вниз панель быстрого доступа, в которой можно отрегулировать яркость экрана, перейти к настройкам и не только. Снизу вверх уведомления, слева направо также небольшая панель быстрого доступа, через которую можно перейти в меню. А справа налево виджеты, которые можно настроить под себя, но вот сортировать меню возможности нет. Далее в меню есть таймер, секундомер, и в фоновом режиме может работать только таймер. Далее есть погода, уведомления, Bluetooth кнопка для удаленной фотосъемки, поиск смартфона, вызовы, музыкальный плеер для регулировки громкости и переключения треков, воспроизведенных на смартфоне, игры, голосовой помощник, который работает в паре с голосовым помощником на смарте. В настройках можно настроить силу вибрации, вибромотор, к слову, слабенький, топорный. Также есть режим не беспокоить и режим энергосбережения. Летим дальше. Установлен здесь Bluetooth чип версии 5.2. По стабильности связи все довольно хорошо, но вот подключить внешнее Bluetooth устройство возможности нет. Как и нет возможности подключить смарт-часы к Wi-Fi. Загрузить музыку или приложение на смарт-часы также нет возможности, разумеется. Далее, спортивных режимов на борту более чем достаточно, но вот отслеживание плавания не завезли, как и различных напоминаний, автоматического определения активности или GPS-навигации. Для тренировок нет настроек, да и во время тренировки нельзя пользоваться плеером. Все стандартно для бюджетного устройства. В меню можно найти активность и записи тренировок, шагомер работает некорректно, погрешность большая. Перейдем к мониторингу здоровья. Данная модель умеет измерять много различных показателей, но предупреждаю, что опираться на полученные цифры вследствие измерений этими смарт-часами вовсе не стоит. Но для справки можно просматривать мониторинг пульса, к примеру. На что не нужно обращать внимание, так это на измерение давления. GTS 3 измеряет пульс в автоматическом режиме с выбранным интервалом, а остальные показатели замеряются вручную. Сон мониторят смарт-часы неплохо, точнее отход ко сну и пробуждение. Плюс-минус фиксируется правильно. Что насчет фаз сна, я бы еще поспорил. Также в меню есть женское здоровье, которое настраивается через приложение, дыхательные тренировки,
мониторинг уровня стресса и мониторинг SPO2. Далее функция Bluetooth вызовов на борту. Входящий вызов можно сбросить или принять, уведомления приходят практически моментально, смайлики не отображаются, за что минус, да и отвечать на уведомления нельзя. Далее емкость аккумулятора 280 мАч, полный цикл зарядки занимает в среднем 1 час 50 минут, в обыкновенном сценарии использования они прожили у меня не больше 6 суток, и это хороший результат. Что еще здесь? Водонепроницаемость IP68, воды не боятся, разумеется, я окунул их в воду на 30 секунд, плавать, принимать душ и так далее вместе с ними можно спокойно. Но купаться в соленой воде или ходить в баню я с ними не советую. Летим дальше. GTS 3 The Blaze работает в паре с приложением DaFit. В приложении мы имеем 4 вкладки. На первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья. Вторая вкладка предназначена для тренировок с фитнес-программами и даже программами для медитации. Третья вкладка — это подключенное устройство. А четвертая — это профиль. На главной странице с часами есть заряд аккумулятора в процентах, магазин с циферблатами, которых там достаточно, и любую другую фотографию на заставку поставить можно. Помимо перечисленного есть настройки часов, добавление QR-кода какой-либо карты, добавление контактов до 8 штук и обновление прошивки. Мне, к слову, обновление еще не прилетало. Минусы: нет возможности добавить команду на кнопку, некорректный перевод. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Там много всего полезного. Резюмирую, The Blaze гораздо лучше, чем GT Neo от Black Shark, да и в целом за подобную стоимость GTS 3 хорошие смарт-часы, которые за время моего тестирования больше понравились, чем остальные конкуренты. Чем не понравились. На данный момент в этой ценовой категории они хороши. От меня девайсу однозначно да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья.